Добрый день, друзья! Сегодня приготовим булочки синнабон с корицей по классическому рецепту. Булочки по этому рецепту получаются очень вкусные и ароматные, с нежным и воздушным тестом. Для начала приготовим опару. Я буду использовать сухие дрожжи. Высыпаем их в емкость, добавляем сахар, муку и немного теплого молока. Консистенция данной опары должна быть очень жидкая. Оставляем на 20 минут в теплом месте. Спустя 20 минут опара выглядит вот так. Если вы будете использовать живые дрожжи, то может занять немного больше времени, примерно минут 30-40. Добавляем щепотку соли и размешиваем. В отдельной емкости соединяем яйца, добавляем молоко комнатной температуры, затем добавляем сахар и все перемешиваем. Для замеса теста берем емкость не менее 3 литров. В муку выливаем нашу яичную смесь и замешиваем вначале венчиком. Если у вас есть стационарный миксер или тестомес, вы можете все ингредиенты закинуть в чашу и перемешивать на средних оборотах. Добавляем опару. Хорошо все смешиваем венчиком, а затем вымешиваем руками. На данном этапе замешивания теста оно должно быть жидковатым и липнущим к рукам. Вот такое тесто получается, когда вы его хорошо вымешали. Теперь добавляем сливочное масло комнатной температуры. Продолжаем вымешивать. Я вымешивала 5 минут. Посмотрите, какое нежное и красивое тесто получается. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте для подъема, примерно на 1 час. Спустя час наше тесто подошло. Посмотрите, какое оно воздушное и красивое. На данном этапе мы еще будем добавлять немного муки. У вас пойдет примерно 150-200 грамм, в зависимости от того, какая у вас мука. Наша задача вымесить сейчас тесто так, чтобы оно не липло к рукам, но при этом не забить его. Добавляйте понемногу, буквально по 50 грамм. Поверхность, на которой будете раскатывать тесто, присыпьте мукой. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт размером 40 на 60. Сливочное масло для смазывания теста необходимо растопить в микроволновой печи или на водяной бане. Пока масло остывает, подготовим начинку. Я буду использовать коричневый сахар, можете использовать белый. К сахару добавляем корицу и хорошо перемешиваем. Тесто хорошо смазываем сливочным маслом, которое уже остыло до комнатной температуры. Распределяем начинку по всему периметру теста. Я переложила тесто на пергамент и сейчас сразу с помощью пергамента сворачиваю его в рулет. С помощью нити нарезаю рулет на булочки. Ширина булочек примерно 2-2,5 сантиметра.
Из данного количества у меня получилось 16 булочек. Булочки выложила на противень, накрываем пищевой пленкой и оставляем на расстойку на 20 минут. За 20 минут булочки хорошо подошли, отправляем их в заранее разогретую духовку, выпекаем при 160 градусах 20-25 минут. Подготовим нашу заливку. К сливочному сыру добавляем сгущенное молоко и тщательно размешиваем венчиком. Заливка готова. Мои булочки уже готовы. Сейчас прямо на горячие булочки я с помощью силиконовой кисточки наношу нашу заливку. Она хорошо пропитает их и сверху застынет. Прошло несколько часов, булочки полностью остыли, и сейчас я вам покажу, какие они внутри. Очень ароматные, мягкие, нежные, тесто воздушное. Обязательно попробуйте их приготовить.